Люди хотят быть красивыми. И именно поэтому бьюти-профессии никогда не перестанут быть востребованными. Но в некоторых сферах конкуренция настолько большая, что туда лучше не лезть, у вас не получится там заработать. А вот есть ниши, в которых вы можете стать топом и пробиться на вершину Олимпа и начать зарабатывать действительно много. И сегодня я разберу бьюти-профессии, их плюсы и минусы, и вы сможете понять, какая из них подходит именно вам. С вами Елена Нечаева, и давайте начинать. И первая профессия – это мастера маникюра и педикюра. Это профессия, которая не теряет актуальности уже, не знаю, пару десятков лет. Вот с тех пор, как научились наращивать вот эти ногти, когти и вот это вот все, разная степень вульгарности, она то приходит, то уходит. Мастера сидят и крепко работают. Какие плюсы у этой профессии? Вот заниматься ногтями. Ну, знаете, что первое, мне кажется, вас не сильно уважают. Вот чисто мое такое ощущение, что мастер маникюра – это человек, который что-то там болтает, его никто не слушает, и он сидит там, сгорбившись, эти ногти пилит. Не то пальто, я вам скажу, я бы не пошла работать мастером маникюра. Вы не станете в этой профессии каким-то таким человеком знаменитым, который ездит по конференциям, у него там свой какой-то большой YouTube-канал или что-то такое, зарабатывает много денег, потому что учит других мастеров. То есть вход в эту профессию достаточно простой. Инструменты заказать на Alibaba, вообще easy-peasy, и там уже только все дело в усидчивости, референсов огромное количество. Сейчас вообще стало просто. Раньше рисовали, я помню, рисовали какие-то прям рисунки, извращались, а сейчас куча есть каких-то наклеек, вообще всяких штук, вообще просто там шедевры ваяют, но не знаю, правда, как с ними жить. А еще знаете, какая ерунда? Вот я сейчас подумала. Дорогой клиент, он всегда хочет вот натурально, он не хочет какой-то вот вульгарщины, он хочет выглядеть ухоженно, но как бы без ярких цветов и вот это все. Это значит, что еще вот с этой большой работой вы будете ковыряться в низком чеке с не очень интересными клиентами, как по мне. Я честно, искренне считаю, что вот с этой безумной какой-то длиной, безумными изгибами, скульптурами, рисунками, это от небольшого ума. И с этим клиентом даже неинтересно разговаривать мне было бы. Ну, я не знаю. Я люблю вести глубокие беседы со своими клиентами, я люблю с ними познакомиться и даже, возможно, дружить. А с мастером маникюра, или педикюра вряд ли такое случится. Сидит там что-то делает, пока ты там в телефоне болтаешь. Это то, что я наблюдаю постоянно. Из плюсов – легкий вход в эту профессию. То есть обучиться можно easy вообще, в соседнем салоне, еще где-то. Дальше уже все зависит от вашей усидчивости, от того, какие материалы вы будете использовать. Ваш клиент, он будет к вам возвращаться снова и снова, буквально там каждые 2-3 недели, потому что ногти отрастают достаточно стремительно, выглядит это все не очень красиво, что-то там постоянно ломается. И вы очень быстро замкнете круг ваших постоянных клиентов. То есть вам не нужно будет использовать рекламу, там еще что-то, потому что вы все время будете и так заняты. То есть вы стабильно будете зарабатывать, не прилагая к этому особенных усилий, потому что, быть неплохим мастером маникюра достаточно легко, давайте будем откровенны. Конечно, есть очень классные мастера, и если уж ты его нашел, ты будешь к нему ходить, его любить, и его никому не рекомендовать, потому что иначе у него забьется там намного вперед, и ты к нему не сможешь попасть, он тебе не найдет время. Основное количество, что-то тебе там не то порезали, не то сделали, все откололось, и как бы ты не особо доволен, он рядом работает, ладно, буду к нему ходить. Короче, вот примерно вот так это выглядит. Короче, мастер маникюра — это не то, куда я бы пошла или посоветовала своей дочке, например, пойти учиться. Нет. Следующая профессия – это лашмейкер, это мастер, который наращивает ресницы. У меня есть знакомые, которые этим постоянно занимаются. Ваши клиенты тоже постоянные, потому что без вот этих красивых ресничек человек уже просто себя не видит, потому что ему не нужно краситься. Он встал, у него красивые ресницы, там расчесал их и пошел. И действительно дают отдохнуть там раз в год своим ресницам, и потом снова каждый там, я не знаю, кстати, я никогда не наращивала, каждые 1,5-2 месяца, наверное, да, это делается, я правда не знаю. К вам клиент будет возвращаться. Ценник может быть достаточно высоким, потому что бывает совершенно безобразное наращивание. Есть риск того, что может попасть клей в глаз, там, вызвать раздражение, аллергию и так далее. И поэтому мастер, который очень виртуозно работает, каждую ресничку наращивает. Я видела, бывают реально крутые результаты, когда ты вообще не поймешь, просто какие красивые ресницы. Но не все это могут, и не все способны, потому что это реально несколько часов кропотливейшей работы, вот в таком скрюченном состоянии. И не все осилят это, потому что
устает спина, устают глаза, клиент засыпает, начинает там дергаться, они достаточно быстро выгорают, они устают от этой профессии, потому что она скучновата. Тоже вы достаточно быстро достигнете потолка по заработку, никто никогда не пригласит вас и не оплатит вам бизнес-класс, чтобы лететь в другую страну, показать, как вы работаете, потому что, это маразм, это ресницы. Но у вас будет свой круг клиентов, с которыми вы будете работать достаточно постоянно, у вас будут наплывы перед праздниками, затишье летом, классика. И затраты на материалы минимальные, вам нужно удобное кресло, обычно это реклайнер, чтобы клиент лежал много часов и не стонал, что у него спина болит, и сам материал, которым вы работаете, так как там все микроскопическое, все не очень дорогое, там какие-то пинцеты, лампы, фотографии, которые вы можете сделать на обычный телефон. Вход легкий, обучение достаточно легкое, и сложности, что это очень высокая кропотливость, вы прям как практически нейрохирург, который работает с ресничками, чтобы все было красиво. Следующая профессия, которой вы можете овладеть, причем в любом возрасте, в принципе, все перечисленные профессии, можно в них прийти из бухгалтерии, спорта, любых профессий, других, что в принципе и случается. Я не знаю практически ни одного мастера, который с детства был мастером маникюра, педикюра, косметологом или мастером перманентного макияжа. Короче, это перманентный макияж. Это то, чем я занимаюсь, и я знаю об этом все абсолютно. Расскажу. Тонкости входа. Оборудование тоже не сильно дорогое и достаточно просто войти. То есть вам нужна машинка, кушетка, лампа и пигменты для работы. Сложность обучения высокая. То есть в сравнении со всеми предыдущими профессиями, я считаю искренне, что мастер перманентного макияжа должен долго и тяжело учиться, если у него нету за спиной, например, художественного образования, как у меня, потому что я долго и тяжело училась в колледже и в университете на художника именно прикладным этим навыкам. То есть я офигенно вижу симметрию, я разбираюсь и вижу оттенки в цветах, у меня вообще все, нет с этим ничем проблем. А у людей, которые пришли совершенно из другой профессии, это все нужно очень сжато, концентрированно, но освоить. И это не 1-2 дня и не 3-5 дней, как вам говорят на курсе. Это постоянная практика, тренировка. То есть вы месяцами будете учиться. И на самом деле вы никогда не достигнете потолка в этой профессии, потому что всегда есть что улучшить. В профессии мастера перманентного макияжа у вас, честно говоря, нету потолка по заработку, потому что, я сейчас расскажу, если вы станете уникальным, выдающимся в своей профессии, а таких немного, я вам открою истину, потому что мастеров просто кровавый океан, их очень много, но реально классных по рукам пересчитать, вот таких, как я, в мире просто десяток человек. И это значит что? Это значит, что вас будут приглашать на конференции, это значит, что к вам будут приезжать на обучение, это значит, что если вы выберете просто работу с клиентами, единственное, вам нужно жить в большом городе, потому что в маленьком каком-нибудь Мухосранске, если жить вы будете, к вам будут приходить и просить такой перманентный макияж, который видно за километр, чтобы было видно каждую копейку, которую они оплатили. Поэтому высокий чек может быть только в большом городе, где клиенты готовы платить, и у клиентов есть деньги. Поэтому имейте в виду, если вы классный мастер, вам все-таки когда-нибудь придется переехать. Вы можете стать человеком, который работает со знаменитостями, со звездами, с судьями, с адвокатами, с киноактерами, потому что они тоже хотят быть красивыми, но им нужно охрененно, то есть им нужно не чтобы это были какие-то трендовые пиявки на лице или какая-то декоративность излишняя, они хотят выглядеть красиво, но не декоративно, не накрашено, то есть ни одна судья, а у меня, например, были клиенты, которые хотели, они мне звонили и говорили: так, я к тебе приеду вот такого-то числа, надо, чтобы ты закрыла свою студию, я оплачу тебе весь день и всех мастеров, которые у тебя работают, но никого не должно быть рядом со мной. Они готовы платить любые деньги. То есть они меня готовы были взять и перенести, оплатить мне в другой город, чтобы я приехала, потому что так как я, никто не умел, когда я работала мастером. И таким вы тоже мастером можете стать. То есть у вас появится круг знакомых. Обалдеть просто. Я со многими клиентами дружила, и они хотели со мной. Это, конечно, зависит еще от вас, как вы как ваш язык подвешен, насколько вы интересная персона, потому что со мной хотели дружить постоянно мои клиенты. И это значит, что просто ваш круг общения и ваш вообще этот сарафан, если вы клиентский мастер, он уведет вас просто в поднебесье. То есть у вас появятся очень дорогие, очень умные, очень образованные клиенты, которые понимают, как это работает. Они не скандальные. Даже если им что-то не нравится, они просто больше к вам не придут. Они просто о вас не расскажут. Но
туда вы можете попасть через высокое мастерство, через самообразование. Это, естественно, не сразу после курсов. Вы должны быть интересным человеком, вы должны быть выдающимся в своей профессии мастером, и только в этом случае ваш чек будет 50-100 тысяч. Приравниваться, и меня иногда это до маразма, но приравниваться к пластической операции. То есть реально там эндоскопическая подтяжка бровей стоит 250-350 тысяч. Я знаю мастеров, у которых процедура стоит 100 тысяч, и там еще столько же коррекция. То есть это почти то же самое, что и работа хирурга в клинике. Если вы станете мастером, который учит, это вообще просто ваш клиент. Он может жить в любой точке мира, потому что сейчас даже не нужно владеть языком, искусственный интеллект поможет вам перевести, то есть все, что вы говорите, и у вас неограниченное количество клиентов по всему миру. Вот к этой уникальности я пришла через многие годы работы, и я не могу вам сказать, что это очень легко, и вот так вот у вас получится. Но зато потолка нету. Прям действительно зарабатывать можно больше, чем... Ну, это дичь, но это так. Больше, чем пластические хирурги, которые привязаны к клинике и к какому-то определенному ценообразованию. Это невероятно, но вот так работает профессия мастера перманентного макияжа. Если вы вдруг захотите попасть ко мне на обучение, это не так просто. Онлайн-обучение длится 6 месяцев, потому что, еще раз, это не легкая профессия. Вы должны научиться видеть, вы должны научиться строить, вы должны научиться видеть, какому лицу что подходит, вы должны научиться разбираться в красках. Огромный объем работы, который вы должны изучить онлайн, отпрактиковать на бумаге, на латексе, на манекенах и даже на моделях, а потом только приехать ко мне, чтобы вот в эту подготовленную уже почву я внесла корректировки, и вы уже просто сказали: аллилуйя, я поняла. Вот, то есть вы должны быть готовы к тому, что в районе от полугода до года вы будете постоянно тренироваться, это будет только одна зона, это будут только брови. Это, наверное, есть минус, потому что на мастера маникюра, педикюра, наращивания ресниц вы можете за несколько дней отучиться и сразу начать зарабатывать деньги. В моем случае вы тоже будете зарабатывать деньги, но это будет долгий, низкий чек, прежде чем вы не придете вот туда, в стратосферу, как преподаватель или как человек, который работает по сарафану с дорогими клиентами. И если вы хотите этому научиться, переходите по ссылке в описании к этому видео, записывайтесь на курс и готовьтесь к тому, что вам придется много поучиться, но зато вы получите доступ вот к этим самым драгоценным клиентам, которые будут к вам ехать издалека вообще, лишь бы получить от вас эту процедуру, либо вы станете обучающим мастером, который может увидеть вообще весь мир, летать бизнес-классом и просто будут вот так вот ему хлопать. Не знаю, у кого какое там раздутое эго, я, например, этого не люблю, но есть мастера, которые просто упиваются, они вот стоят на сцене, а им хлопают, они как Тони Старк стоят, это впитывают, но, может быть, вы к этому стремитесь тоже. Этого можно достичь вот через эту профессию. Следующая бьюти-профессия – это косметология. У этой профессии, наверное, тоже нету чека, потому что, ну, я имею в виду потолка, потому что я знаю невероятно дорогих косметологов, которые работают реально с селебрити просто, потому что там нету права на ошибку. В этой профессии вы должны быть, во-первых, обязательно врачом, а это уже лет 10 образования, сами понимаете, то есть это прям в косметологии нету места дилетантам, потому что может случиться ишемия и ослепнет клиент, потому что я, например, видела, как мастера, как косметологи некоторые, причем они даже не врачи иногда, медсестры, они меняют, например, форму носа при помощи геля, который вот сюда вносят. Вот тут в носу проходят невероятно важные сосуды и нервы, которые нельзя затронуть, и только врач знает, где они находятся, и вообще это суперсложная зона, а эти люди бесстрашно меняют форму носа при помощи там инъекционной косметологии. Это дичь и бред. Стать косметологом вы можете только обучившись, зная анатомию и имея диплом врача. И вот после этого вы еще будете совершенствоваться просто бесконечно. Плюс ты привязан очень сильно к клинике, потому что косметолог – это не просто инъекционка, это огромное количество аппаратов. Аппараты стоят миллионы рублей, и вряд ли у тебя, как у специалиста, будет возможность эту клинику для себя создать, купить все эти аппараты и весь этот арсенал использовать. Потому что вот я прихожу к своему косметологу, она на меня смотрит и говорит: так, сегодня мы тебе сделаем там шлифовку и вот это, и вот это. Пошла в другой кабинет, положила меня, сделала там вот шлифовку, да. А если вы просто,
только уколы делаете, вы не сможете сделать все ресурсы восстановить или там усилить в лице вашего клиента. Поэтому вы привязаны. Вход в профессию дорогой. Учиться на врача дорого, долго. И основать свой кабинет у вас, скорее всего, не получится, потому что хорошие аппараты стоят реально каждый по 7-5 миллионов. Это неподъемно для человека, у которого нету мужа-миллиардера. Поэтому готовьтесь к тому, что вы будете нанятым работником в клинике. Возможно, высокооплачиваемым очень, но это всегда потолок по зарплате. Поэтому такое, если вы, конечно, не организуете свою клинику, в которой вы будете вот царица морская, и тогда это, конечно, уже другое. Это уже управление. Но это правда сложнее. Но я вот, например, всегда мечтала быть врачом. И, возможно, я бы стала со временем косметологом. Но у меня в юности не было денег на обучение, потому что это правда. Правда. Быть 10 лет студентом – это очень дорого. Еще одна профессия – это эпиляция, депиляция волос на теле. То есть можно их налепить в какую-то штуку и выдернуть, можно их удалить лазером. Насколько я знаю, например, в России этим тоже может заниматься только доктор, то есть всем оборудованием, связанным с лазерами, с воздействием на кожу, с возможностью ее сжечь. Это тоже должен заниматься доктор. Причем прошедший переобучение на работу вот именно с лазерным, со световым вот этим оборудованием. Но многие нарушают и работают там либо медсестры, либо вообще без образования, потому что это достаточно просто выставить определенные настройки и удалить волосы. Главное не сжечь кожу. Вот я представляю, вот я стою, у меня веер выбора профессий, и мне нужно будет говорить: раздвиньте ягодички, и там что-то щелкать в волосатых чьих-то жопах. Не то пальто, правда, я не знаю как. Я очень рада, что такие врачи, такие вот специалисты существуют, но это не то, чем я бы хотела заниматься, потому что и мужики удаляют свои кудри, и женщины, и всякие разные вот эти вот надо вещи делать, которые мне лично не нравятся. Поэтому вход в профессию тоже достаточно дорогой, надо учиться, оборудование хорошее стоит тоже достаточно дорого. Конечно, вы можете открыть свой кабинет, бесстрашно купить оборудование в Китае за пару сотен тысяч рублей и удалять им волосы, но вы немножко рискуете, потому что если вы сделаете ожог или к вам придет проверка, у вас могут быть проблемы. Поэтому такая профессия по краю ходит, потому что в той клинике, где я, например, постоянно в Краснодаре обслуживаюсь, у них доктор занимается эпиляцией, но есть как бы сетевые какие-то псевдоклиники, где это вообще делают не медики, а как-то все на поток поставлено, потому что в России, в постсоветском пространстве, как там, строгость законов нивелируется необязательностью их исполнения. Поэтому на ваш страх и риск. Но деньги там тоже есть, потому что волосатые люди, мы такие волосатые, с волосами никто ходить не может. И с тех пор, как перестали мы бриться, а можно просто удалить там через 3-5 процедур, как от этого отказаться? Поэтому клиенты всегда есть, находить их легко, потому что они вас сами ищут на самом деле. Главное, чтобы вы были где-то вот в доступе. Вот такая профессия. Я сейчас рассказала вам об основных профессиях, где можно хорошо зарабатывать в индустрии красоты. Что вам нравится, что вам близко, где вы работаете, сколько вы зарабатываете. Может быть, я оболгала вашу профессию. Напишите в комментариях, поспорьте со мной. И это будет полезно тем, кто начинает. А может быть, я открыла вам глаза на что-то. Поэтому давайте в комментариях это обсудим. Жду ваших сообщений. На этом у меня все. Жду ваших сообщений. Всем пока.